Вы наверняка слышали про темнейшую ночь во вселенной DC. Это глобальное событие 2011 года, закрученное вокруг зеленого фонаря. По сюжету там типа появляется новый корпус черных фонарей, который состоит из умерших персонажей комиксов. И пытаются они захватить мир и погрузить его в вечную ночь. Ивент заканчивал ран Джеффа Джонса на Грин-Лантерне, отлично расходился и поднял сценариста на вершину индустрии. Одной из причин невероятного успеха, помимо круто звучащей концепции и самого качества лимитки, я бы назвал уникальную рекламную кампанию. Ребятки, это дерьмо не для белых. Не в плане баннеров на билбордах или интеграцию блогеров. Само издательство DC на протяжении 30 лет вкрапливало анонс события в свои комиксы. О близящейся темной ночи говорилось, что в «Болотной твари» Алана Мура, что в «Лиге справедливости» Моррисона, а Джонс так вообще чуть ли не кричал о скором эпике в каждом втором номере своего ангоинга. Понятное дело, такую многоходовочку заранее редакторы не планировали. Ночь была скорее интересной концепцией, мелькающей в различных сериях, которую в нужный момент можно спокойно протянуть как уже расхайпленный тайтл. Тем не менее, мало кто знает, что этот концепт DC уже использовали до Джонса. В 1996 году вышло событие «Финальная ночь», к которому, по идее, и отсылали сценаристы все эти долгие годы. В нем непонятная субстанция закрыла солнце, из-за чего Супермен потерял силы, а Земля погрузилась во мрак и замерзла. Почему же про него никто и никогда не слышал? Ну, расскажу в этом ролике. Наступил зомби-апокалипсис. Бери автомат и ебать зомби. Трудно читать, я сегодня сделал себе сутки. Начинается история с того, что на Землю падает инопланетный корабль. На место действия прибывает Лига, вскрывает дверь, и тут из нее выпрыгивает испуганная Тамаранка, орущая непонятные иероглифы на бусурманском. Она зачем-то тычет на солнце, будто бы пытаясь предупредить персонажа об опасности, но никто не может понять, что она вообще несет. К счастью, рядом оказывается легион супергероев, команда сверхлюдей из будущего. Ребята достают из кармана переводчик 31-го столетия, и девушка рассказывает, что на планету надвигается Сенсеед. Непобедимое существо, уже уничтожившая тысячи планет, в том числе ее родину, которому требуется постоянная дозаправка энергии от звезд. Бля, насколько же для злодея убогое имя Сенсеед? Это даже звучит не угрожающе. Ты кто? Я Джокер. А ты кто? Я Генерал Зод. А ты? Я простой пацан прямиком из Сити, меня звать Сенсеед. Сенсеед? Нахуй надет. Супермен, так же как и я, останавливает рассказ Тамаранки, включает свет в комнате, и перед нами эпично предстает фуллстек Лиги. Таким составом они намерены спасти мир. И тут у меня сразу возникает множество вопросов. Во-первых, зачем вообще было прописывать этот мув с непонятным языком инопланетянки, если проблему решили за 2 страницы? Можно предположить, что это было сделано для демонстрации легиона супергероев, однако эти типы не являются главными героями ивента и, забегая вперед, больше никак не проявят себя в событии. Во-вторых, что за пиздец происходит с рисовкой? Какая-то абсолютно кривая перспектива, из-за которой сложно понять в целом, что происходит на странице. Нулевая проработка фонов, где в половине кадров задники представляют собой одноцветное позорище. Низкополигональные границы объектов, будто бы геометрию солнца позаимствовали у Майнкрафта. Херо пока Человека-паука в моде Fisk Super Heroes. И, как вишенка на торте, бледные лица поголовно всех протагонистов. Я, может, что-то не знаю, во вселенной DC эпидемия бонной чумы. Что это, блядь, такое? Я уже говорил это в ролике про Дом Брейника, но визуальная сторона крайне важна при восприятии комикса. Тем более в глобальных событиях, где акцент ставится на масштабность и эпичность происходящего. Стюарт Иманин, который рисовал «Последнюю ночь», должен был создать атмосферу ужаса от... как его там? Сенсееда. А по итогу я чувствую только радость. Слава богу, он уничтожит эту планету уродов с рожами болотного цвета. И последний, самый главный вопрос: почему повествование в комиксе настолько, блять, дубовое? И здесь стоит ближе вас познакомить с автором события. Итак, Карл Кетцель, сценарист и инкер, работавший на DC в период с 1986 по 2005 год. Писал серию Харли Квинн, Супербоя и другие малоизвестные тайтлы. Но это все скучная, сухая информация, которая мало что вам скажет о типе. Поэтому представляю вам новую рубрику на канале «Личности комикс-индустрии». Карл начинал карьеру вместе со своей женой Барбарой. Вместе они писали серию «Ястреба и голубки» и еще парочку лимиток, пока не развелись из-за измен супруги. Я представляю, какой гогот стоял в издательстве DC в тот день. И «Последняя ночь» реально будто бы написана брошенкой, который разучился составлять слова в предложение. Герои постоянно несут лютый бред. Например, Оракул сидит на башне, давая указания суперам, и обращается к Чудо-женщине с фразой: «Ты меня слышишь, Дина?»
Ой, то есть Диана, ну типа оговорка, чтобы придать реализм событиям. Вот она так устала и путает имена. Только вот есть такая вещь, как рамки художественного произведения. У нас в целом вообще все персонажи могут разговаривать как в реальной жизни. Только выглядеть это будет не живо и реалистично, а криво и стрёмно. Я хочу срезать лицо этому человеку. Тем более, когда такими штуками оправдывают целые сюжетные линии. Вот Общество справедливости Америки, состоящее из престарелых суперов, уже ушедших на пенсию, собралось спасать мир, потому что... Почему бы и нет? Джей Гаррик буквально произносит: «Когда нам еще выпадет возможность вновь надеть костюмы? Старого пса не научить новым трюкам. Я пачками немцев в 97-м крошил». Шмурдяк, ты как с уважаемым человеком разговариваешь? Я НКЧЛ. Пикме. Фары слепят. Палитра. Хотя в целом плевать на слова, действия тех или иных персонажей тоже будто бы придуманы в бредовом сне. Так, загорелось одно из зданий в Готэме. Толпа суперов прибывает на спасение людей, и оказывается, что маленький ребенок хотел сделать костер внутри своей игрушечной палатки, из-за чего и произошел пожар. То есть буквально единственная чрезвычайная ситуация после исчезновения солнца с ним даже не связана. Это уже тупость, но дальше больше. К одному из героев, пришедших на помощь по кличке Луч, подходит потерпевший. Тип просит помочь ему. Дело в том, что он приехал из дальних стран и хочет повидать свою настоящую семью. И знаете что? Луч соглашается, и эта сюжетная линия реально идет до конца истории. Мудилы, у вас мир сейчас хлопнется. На земле темень, холод и безнадега. А ты тратишь время на то, чтобы рандомный чел свою бабку старую увидел. Ну и отдельно меня порадовал зеленый фонарь. В общем, Лекс Лютер придумал гениальную идею, как же победить Солнцееда. Однако для этого требуется помощь человека, который может пережить жар звезды. Лысик напрямую обращается к Кайлу Райнеру, мол, вижу я одного претендента. На что бравый член корпуса начинает давать заднюю. Ведь я и так много сделал, и вообще другие же есть, что я сразу. А затем просто исчезает. Пошел ты нахуй, все. Небольшой расход. Спустя пару выпусков Чудо-женщина припоминает Фонарю его оправдание и спрашивает, что вообще произошло. И в ответ... Погодите, Райнер говорит: просто время потратил зря, забей. Чувак, ты буквально подставил всех своих друзей, пропал, обрек мир на смерть и говоришь похуй? Хотя, учитывая, что всех устраивает такой ответ, другие суперы ничем не лучше. Ну и последнее. Сам набор действующих лиц — это вообще апофеоз абсурда. Одним из правил классного ивента в комиксах для меня является расставление акцентов. В частности, акцента на определенных персонажей. Понятное дело, глобальное событие на то и глобальное, что в нем участвуют вообще все. Но даже Шекспир не смог бы в одном произведении раскрыть по 200 личностей. Поэтому все же стоит делать определенную выборку действующих лиц и уделять им больше времени, раскрывать их переживания. Видимо, о таком Карл Кетцель не слышал. Посему внимание не уделяется вообще ни одному суперу. Они все являются безликими болванками, которые просто забивают повествование. Буквально первой на ум приходит Тамаранка, которая и предупредила мира о конце света. Из-за того, что Земля погружена во тьму, а Лига полетела к Солнцу, пытаясь остановить злодея, на улицах начались беспорядки. Девушка какого-то хуя болтается туда-сюда, как уж на сковородке, но при этом не произносит ни слова. До нее закономерно докапываются бандюганы, пинают героиню ногами и уже собираются убить, как тут появляется Ферра. Какой-то пацаненок в маске и бело-синем костюме, эшелонах Убиева, на представление которого уделяют аж целую страницу. Эй, парень, погоди, я знаю, кто это. В следующий раз он проявляет себя, когда Гай Гарднер, выпендриваясь своими способностями, простреливает стену с генераторами энергии. А там же типа мороз на улице, поэтому внутри сейчас начнется холодрыга и все умрут. И тут вот удача, на помощь приходит Ферра, ведь он как раз умеет создавать электричество. Надеюсь, вы почувствовали, насколько натянуто звучит вся ситуация. Типа ее буквально придумали, чтобы показать способности нового героя. Ну и в конце концов, последний выпуск события. Ничего не помогает победить Солнцееда. Последний шанс отправиться на космическом корабле прямо в центр звезды. Вызывается Супермен, пишет прощальное письмо Лоис, идет на верную смерть, как тут оказывается, что судно уже взлетело с ебаным Ферро на борту. Ура, наконец-то он сдох. К сожалению, даже убить нового героя сценаристу яиц не хватило, и с помощью Deus Ex Machina пацаненка удается спасти. Прошу, нет, требую аплодисменты. Это был самый проработанный персонаж последней ночи. Не подумайте, у него не было личности, не было характера, не было запоминающихся черт, просто остальные еще хуже. И на самом деле у комикса еще полно проблем. Однако объединяет их всех полное отсутствие структурности. У нас нет четкого и строгого сюжетного каркаса, нет запоминающихся персонажей с обоснованной мотивацией, нет четкого злодея, как нет и спасителя всего и вся. Потому что написание события — это не два пальца обоссать, и бездарный авторишка 80-х годов не подходит на роль продумана стратега вселенной. Ты можешь писать ламповые комиксы про приключения Супермена 20 лет, получать деньги за свой скромный труд,
Но когда тебе доверяют серьезную работу, на одной душевности далеко не уедешь. Карл Кетцель на самом деле попытался засунуть добренькую мораль в финальную ночь. Ближе к концу истории Тамаранка разговаривает с одним из десятков бесполезных героев по прозвищу Призрачный Странник. Она затирает, что вот, 1000 миров уже погибли от Родика Солнцееда, чем земляне лучше. На что собеседник отвечает не менее банально: супергерои спасут мир, ведь они иные. Они воплощают мечты в реальность. Они дают людям надежду. И вместе для них нет ничего невозможного. Браво, браво, господа, я требую Оскар, Оскар. Очень крутая новая мысль, и я могу даже продолжить. Иди нахуй, Карл Кетцель. Иди в пизду со своими ебаными нравоучениями. Ты не автобиографию пишешь. Это супергеройские комиксы, дебил. И пока ты не научишься нормально писать сюжеты, не надо сувать свою пережеванную сотни раз, пошлую, как детективчики Дэна Брауна, мораль. Так что именно поэтому об ивенте забыли что люди, что издательство. В нем нет ни единого хорошего момента. Это отрыжка индустрии книжек с картинками, которая воплощает все ужасное, что в них есть. Низшая точка, после которой можно идти только вверх. И это действительно один из худших комиксов, что я прочитал за свою жизнь. Вот вам повезло, не придется читать. Ролик посмотрели и уже знаете, что там да как. Вместо этого можете там лайк поставить, на канал подписаться, комментарий влепить.